Отель Риад Бенатар находится недалеко от главного входа в старый город Эссуэйра. Однако, чтобы найти его, придется постараться. Сначала через ворота Баб-с-Баан попадаем на главную улицу, идущую через весь город. На ней есть неприметные арки, ведущие в боковые переулки. Но свой поворот легко пропустить, поскольку со всех сторон идет бойкая торговля. Все заставлено товарами, яркими сувенирами. Кто бы мог подумать, что это улица, а не очередной магазин. Хотя перед поворотом был указатель с названиями риядов, расположенных здесь. Как только мы заходим в переулок, навигатор перестает работать нормально, потому что улицы очень узенькие, а дома высокие. И ориентироваться приходится по старинке, мху на деревьях, направлению тени от воткнутой в землю палочки. Ну а если у вас нет ни того, ни другого, то досматривайте это видео до конца и ставьте лайк. Улицы то и дело меняют направление, и чем дальше от центра, тем скромнее обстановка. Видно, что здесь живут местные, а не туристы. Мы снова проходим нужный нам поворот налево и упираемся в тупик. А, вон он, кстати. Вот наш отель. Комната 202, третий этаж. Такая большая кровать. Материалы: дерево, все такое основательное, массивное, но украшено декоративной резьбой. Два окна в комнате. Одно малюсенькое выходит на улицу, а второе большое, по традиции, выходит во внутренний дворик Рияда. Большое окно в Рияде выходит на внутренний дворик. Здесь всегда тихо, прохладно. А внизу у нас фонтан журчит. Только что нам в окошко положили полотенце. Да, через окно. О, и поскольку у нас президентский люкс, нам еще косметику какую-то принесли местную. В общем, из современного здесь только горячая вода, телевизор и розетки возле кровати. Круто, мне нравится. Я в таком и хотела пожить в Марокко. Смотрите, какой. Все такое красивое. Похоже, что это все местное производство. Здорово сделано так. Очень нравится. Мебель такая основательная. Ну, так как это президентский люкс называется на букинге, то есть кресло соответствующее. И печь. А это похоже, да, видимо, холодно было раньше. И вот, это похоже настоящий Риад, старый. И это вот типа вот, наверное, печь все-таки. Либо поэтому поднимался теплый воздух снизу. Дымоходы прочищаются регулярно? Да. Печи в порядке? В полном порядке. Пошли дальше. Либо это просто шкаф такой. Нет, это, видать, печь, видишь, вот Да, дымоход. Да. Да. О. Вообще здесь тепло. Вот ночью, зимой, плюс 10 градусов. Мы живем в январе. Достаточно тепло, но, видимо, все равно ночью. Они любят потеплее, ходят в куртках, и им требовалось раньше дополнительное отопление. Смотри, какой шкаф, Артем. Попробуй сделать посветлее. Угу. Красота. Смотри, дерево. Все такое массивное. Сделано на века. Резьба. С дефектами видно, что это не машина, а это ручная работа. Это не потребуется. Да. Она заколочена гвоздями, не открывается. Ну ладно. Там люди вываливаются. Или багдадские воры сюда пролазят. Тут достаточно одной жирной чайки, Да. залетевшей, чтобы все здесь испортить. Вот, тут у нас удобство. Ванная комната.
Я бы сказала, душевая. Зацените, какой вход, посмотрите, как Да. сделано. Душевая. Все марокканские риады или традиционные дома похожи один на другой своей планировкой. Это прямоугольные многоэтажные строения с комнатами, все двери из которых выходят во внутренний двор без крыши. Двор обычно украшен фонтаном, либо другими водоемами и фруктовыми деревьями. На крыше обычно расположена терраса. В Риядах всегда прохладнее, чем на улице, а частная жизнь семьи, и особенно женщин, скрыта от посторонних глаз. Очень часто в Марокко за скромными и неказистыми дверями прячутся красивейшие образцы старинных марокканских домов. По-видимому, здесь летом работает бар. А так как сейчас не сезон, тут все оккупировали чайки. Вот, на крыше открывается великолепный вид на море, на старый город. Ждем завтрак. Крыша с видом на океан. Красота. Слав наш наливает чай уже как профессиональный марокканец. Обратно будешь выливать?